Вернется ли Тарик в сериал после Пелин и Зеррин? Или мы снова увидим в сериале Тарика и его семью? Бывшая девушка Пелин Сёртер возвращается в сериал. И врет ли Пелин Фериту о ребенке? Все это и многое другое в этом видео. Рекомендую внимательно посмотреть это видео до конца, чтобы не упустить ни одной детали. Прежде чем мы начнем наше видео, те, кто говорит, что Ферит и Сейран никогда не должны разлучаться, не забудьте поставить лайк нашему видео, чтобы мы могли узнать свой номер. Прежде всего, начнем с вопроса о Пелин и Сёртере. После возвращения Пелин в сериал в предыдущих сериях мы услышали, что она беременна от Ферита. Конечно, мы услышали это только от Пелина, потому что пока не ясно, действительно ли Ферит является отцом ребенка в утробе Пелин. Но единственное, что теперь ясно, это то, что Пелин действительно беременна. Так что Пелин не врет, но вопрос о том, от Ферита ли ребенок или нет, немного запутан. По последним новостям утверждалось, что отцом этого малыша стал Сёртер. Итак, действительно ли Сёртер является отцом ребенка в утробе Пелин? И вернется ли Сёртер в сериал? Как вы знаете, Сёртер присоединился к сериалу в нескольких эпизодах прошлого сезона. После этого он попрощался с сериалом из-за проблемы между ним и Феритом и из-за того, что держался подальше от Пелин. После всех этих событий Пелин покинула сериал, предприняв попытку самоубийства в финале сезона. Затем мы услышали от Ифаката, что в новом сезоне она поехала в Лондон со своей матерью Зеррин. В предыдущих сериях Пелин и ее мама внезапно приехали из Лондона и вернулись в сериал, а в этой серии мы узнали, что Пелин беременна. Сейчас пока все нормально, но интересно, были ли у него короткие отношения с Пелин Сёртер? Или она забеременела от предыдущих интимных моментов с Феритом? Это еще не совсем ясно. Только Пелин сказал Фериту, это случилось в тот день. Однако в последний раз, когда Ферит оставался в одном доме с Пелин, особенно в показанных нам сценах, Ферит запер дверь, и Пелин не смогла войти в комнату Ферита той ночью. Но Ферит ничего не помнил, потому что в тот день был пьян. Пелин же сказал Фериту, это случилось в тот день, хотя между ними в тот день ничего не произошло. В этот момент Пелин, возможно, лжет Фериту, так что вполне возможно, что ребенок Пелин не от Ферита, но пока не ясно, от кого именно этот ребенок. Честно говоря, возможность того, что это исходит от Сёртера, кажется смехотворной, потому что Сёртер пробыл в сериале очень недолго, и теперь, по некоторым слухам, если ребенок будет Сёртером, то говорят, что Сёртер вернется в сериал. Я думаю, если ребенок действительно от Сёртера, мы можем снова увидеть Сёртера в сериале. А вот если у Пелин ребенок от Ферита, думаю, персонаж Сёртера в сериал не вернется. Поэтому Фериту остается все пройти тестирование. Итак, когда Сейран узнает об этой проблеме, она, вероятно, захочет, чтобы Ферит прошел тест ДНК. Что касается Ферита, то если он проведет этот тест, то мы узнаем, врет Пелин или нет. Если Пелин прямо и без страха говорит, конечно, мы проверим, Ферит, значит, ребенок от Ферита. Но если Пелин продолжит эту тему или не захочет сдавать анализы, то мы обязательно поймем, что ее ребенок не Ферит. Мы обязательно увидим развитие событий в этом отношении в следующих нескольких эпизодах. Давайте поговорим о Тарике. Сценарии Пелин и ее матери Зеррин в сериале были отменены еще до начала нового сезона, в связи с чем мы не смогли увидеть этих персонажей в начале нового сезона. Но затем, с измененным сценарием, в сериал вернулись эти двое, чьи истории остались незавершенными, потому что Ферит еще не научился всем трюкам, которые Пелин приготовил для него и Сейрана, и именно поэтому Пелин и Зеррин вернулись в сериал. Точно так же персонаж Тарика исчез после съемок Ферита в финале сезона, и пока мы ждали Тарика в новом сезоне, его сценарий, как и другие, отменили. По этой причине мы не смогли увидеть в новом сезоне ни Тарика, ни его семью. Однако позже Пелин и ее мать Зеррин вернулись в сериал, несмотря на отмененный сценарий. Итак, смогут ли Тарик и его семья вернуться в сериал позже, даже если их сценарий был отменен? Как известно, сценарий Тарика и его семьи еще не закончен. Итак, Тарик собирался признаться, что убил Фуата, потому что Фуат погиб не в результате обычного несчастного случая. Тарик лично приказал это сделать. В то же время прошлое между дедом Тарика Сафетом Ага, Халисом Ага и Хаттуч Хала будет полностью раскрыто, и мы увидим новые разработки по этим вопросам. Персонаж Сафет свел бы Суну с ума, как и в реальной истории. В этой части для Суны была создана новая история и написан сценарий Кая для персонажа Суны. Так что Кая, а не Сафет, станет причиной того, что Суна сойдет с ума. В прошлом сценарии Халиса Аги будут рассказаны проблемы между ним и Нюхетом, а не Сафетом.
Итак, и здесь Нюхит занял место Сафет Аги. Но место Тарика в этой части всегда разное. Потому что он одновременно застрелил Ферита и стал причиной смерти Фуата. По этой причине я искренне думаю, что в следующих сериях вернется только персонаж Тарика. Хотя говорят, что Тарик в конечном итоге сдастся полиции, он может вернуться в сериал, либо сбежав из тюрьмы, либо не отбывая длительный срок. Так что в будущем, возможно, когда проблема Пелина будет решена или когда инцидент с Пелином закончится, сценарий персонажа Тарика может начаться снова. Как вы думаете, сможет ли Тарик вернуться в сериал? Пожалуйста, не забудьте написать свои мысли по этому поводу в разделе комментариев. Наконец, те, кто любит сериал «Елы Чапкины», не должны забыть посмотреть сериал на Star TV. Чтобы не пропустить последние новости и события серии Kingfisher, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк нашему видео. Увидимся в следующих видео.